Южный берег Крыма изобилует дворцами и поместьями, построенными для знатных особ, поражая своей помпезностью и необычной архитектурой. Но есть не менее красивые усадьбы и в небольших деревушках полуострова, о которых мало кто знает. В Нижнегорском районе, в селе Цветущем, находится признанная памятником архитектуры усадьба Шатилова. Эта фамилия сегодня известна немногим. А между тем, Иосиф Шатилов был выдающимся зоологом и агрономом, основателем первой в России агротехнической школы. В Крыму он провел в общей сложности 20 лет. Работая над идеей искусственного лесообразования в степной полосе России. Первая на юге России лесозащитная полоса была посажена в крымском имении агронома в 1877 году. Иосиф Шатилов одним из первых обратил внимание на тарпанов, диких лошадей Крыма, опубликовав несколько статей о них. На большей части приазовских, кубанских и донских степей тарпаны исчезли еще в конце 17-го, начале 19 века. Дольше всего они сохранились в причерноморских степях, где были многочисленны еще в 1830-е годы. Однако к 1860-му и в Крыму сохранились лишь их отдельные табуны. А в декабре 1879 года в Таврической степи у села Агайман, ныне Фрунзе, в 35 километрах от Аскании-Нова был убит последний степной тарпан в природе. Хлопотами зоолога в 1862 году в Москву транзитом через Маховое, родовое имение Шатиловых в Орловской губернии, был доставлен отловленный в Крыму в 1854 году жеребенок тарпана. Он доживал свой век в Московском зоологическом саду, где и был сфотографирован в 1884 году. Но вернемся к усадьбе в Цветущем. Это имение было построено в середине 19 века. До наших дней сохранились 3 подсобных помещения: гостиный комплекс, зерносклад и бывшая каретная. 1888 год постройки. На фронтоне здания угадываются буквы. Каждый кирпич имеет клеймо, а на марсельской черепице все еще можно разобрать не только фамилию владельца завода, но и место, где ее делали. Например, Горбачев из Сейтлера. Далее направляемся по знаменитой трассе, которая имеет свое продолжение в горах и ведет на южный берег Крыма. Нас интересует село Пионерское, а именно поворот на тубдиспансер. Да, и такая достопримечательность, если ее так можно назвать, есть в Крыму. На указателях вдоль дороги пока что нет надписи со стрелочкой, которая бы указывала путь к замку. Диспансер расположился глубоко в лесу и, естественно, подальше от крупных населенных пунктов в мерах безопасности. Свернув с трассы Симферополь-Ялта в указанном месте, достаточно проехать всего около километра, и мы на месте. По правую руку от дороги находится наша достопримечательность. Сразу упомянем о наличии забора. Лет 5 назад его еще не было, но в 2015 году была попытка начать восстановительные работы на данном объекте, которые, как вы успели заметить, пока не увенчались успехом. Что же из себя представляет или представляла ранее усадьба? Давайте отправимся лет на 100 минимум назад. Изначально объект возводился для немецкой семьи Кеслеров еще в 1880-х годах. Это была дворянская усадьба, построенная в неоготическом средневековом стиле. Архитектором был Оскар Андреевич Клаузен. К слову сказать, данный архитектор построил еще несколько довольно известных архитектурных памятников на территории Крыма, которые частично дожили до наших дней. Как видно, строение представляло собой двухэтажное здание с трехэтажной башней-флигелем. На сегодняшний день более-менее хорошо сохранилась лишь фасадная стена. На ней раньше располагался семейный герб с изображением мифического животного с человеческой головой. До наших дней он не сохранился. Вокруг поместья раньше находился фруктовый сад, а перед оным находились небольшие пруды, в которых плавала декоративная рыба. Также у входа в здание находился небольшой фонтан и маленький бассейн. Как ни странно, его остатки мы наблюдаем по сей день. Если все вышесказанное разом представить в голове, то создается образ довольно уютного
относительно роскошного поместья, которое когда-то радовало не только глаз. Видно, что она располагается в небольшой долине, образованной двумя невысокими холмами, которые как минимум защищали поместье от сильных ветров и нежелательных глаз. Неподалеку отсюда, с высоты птичьего полета, виднеется Симферопольское водохранилище. Поэтому даже в то время особого труда не составляло отсюда добраться до города, так же, как и наоборот. В определенный период времени жизни данной усадьбы ее знал почти весь свет того времени. Здесь неоднократно устраивались высокие приемы и пиры. Хозяйка графиня Монжене, которая со своим мужем Адольфом Монжене переехала в Крым и была известной любительницей подобных мероприятий. В поместье собиралось немало гостей. У данной усадьбы незавидная судьба. Она то и дело переходила из рук в руки по различным причинам. Так получилось, что до революции последним владельцем была Анна Федоровна Монжене, поэтому в наши дни замок зовется ее именем. Возможно, потому что именно в это время здесь появляются красивые освежающие пруды. Возможно, по причине того, что имеет место утверждение старожил того времени о захоронении графини близ замка, могилу которой так и не удалось найти и по сей день. Пожалуй, это уже не важно. На данный момент эти постройки частично восстановлены, частично перестроены, и в них ведется хозяйственная деятельность различного характера. На данный момент большая часть строения, когда-то известного своими шумными вечеринками, на весь полуостров лежит в руинах. Второй этаж обвалился на первый. Из пола растут кусты и деревья. Архитектурные слои, которые наносились на протяжении всего 20 века, рухнули и лежат друг на друге. Даже деревянные балки башни под натиском времени рухнули вниз, и теперь не представляется возможным взобраться на ее верх. Вандалами исписаны стены. В разрушенных стенах птицы организовывают свои гнезда, а под ногами куча различного мусора. Сегодня замок находится без присмотра, и лишь невысокий забор с отогнутыми секциями пытается защитить руины уходящего в историю когда-то роскошного замка. В 2015 году усадьба была включена в проект программы развития культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым на 2015-2017 годы. Видимо, в те годы и был установлен забор. На южной окраине села Соколиное находится необычное, удивительное по красоте и оригинальности сооружения. Здание асимметричной композиции с башней, перепадами черепичных крыш и островерхими каменными трубами – это бывший Кокозовский дворец князей Юсуповых. Сразу же после приобретения семейством в апреле 1908 года имения в этой горной татарской деревушке княгиня Зинаида Николаевна Юсупова пожелала иметь там дом в местном стиле. Спустя 2 года дворец был построен, когда в 1914 году Феликс Юсупов-младший сочетался браком с племянницей Николая II, княжной Ириной Александровной, охотничий домик был преподнесен невестке в подарок. Архитектором Кокосского дворца был Николай Краснов, создатель многих дворцов, вилл и особняков в Крыму, в том числе и Ливадийского царского дворца. По семейному преданию, предками древнего княжеского рода Юсуповых был ногайский князь Юсуф, поэтому было предложено спроектировать дворец в крымско-татарском стиле. Поэтому Краснов, в течение 10 лет участвовавший в работах по реставрации Бахчисарайского ханского дворца, внес в облик сооружения соответствующие архитектурные мотивы этого дворца. Изначально дворец был белым, крыша была покрыта блестящей майоликовой черепицей цвета морской волны, а арочные окна имели ажурные переплеты. Можно себе представить, какая красота открывалась спутнику. Сам Николай II восхищался увиденным в Кокозах, а король Мануэль Португальский, приезжавший сюда погостить, был так очарован дворцом, что отказывался уезжать. В левой стене у главного входа в здание устроен оригинальный пристенный фонтан «Голубой глаз» в виде неглубокой стрельчатой ниши. Он был облицован майоликовыми плитками зеленоватых оттенков. В центре находилось керамическое изображение стилизованного голубого глаза, из которого стекала струйка родниковой воды. Идея голубого глаза связана с легендами о происхождении названия села Кокос. Об этом мы писали выше. Во время оккупации Крыма в 1941-1944 годах обширный ландшафт-парк вырубили немцы.
базировавшая во дворце контрразведывательную специальную часть СС с казино для офицеров-карателей. Затем во дворцовых постройках размещалась школа, сельсовет, клуб, музей, турбаза и, наконец, школа-интернат. Одновременно со строительством дворца была спроектирована и построена мечеть на месте старой обветшавшей мечети Кокос-Джами, а также мост через Кокосгу. Это стройное белокаменное здание со стрельчатыми окнами и резным декоративным фризом по периметру сооружения, со стрельчатой аркадой галереи вдоль западного фасада, с тонкой, устремленной в небо стрелой минарета, ствол которого украшен пышной каллиграфической резьбой, производящей впечатление исключительного изящества, хрупкости и окрыленности, возвышаются сегодня над обрывистым берегом речки Кокоски во всей своей первоначальной, тщательно восстановленной красоте. Сейчас здесь все в унынии и запустении, одним словом, деревня. А около века назад богатейшая русская семья Юсуповых принимала в Кокосках царя Николая II и короля Мануэля Португальского, проводила костюмированные вечеринки и устраивала пикники. Кокосское имение в Крыму – настоящий потерянный рай. В 1908 году у Юсуповых в семье произошла трагедия. Из-за неразделенной любви погиб на дуэли старший сын Николай. Словно желая забыться и отвлечься, все время Юсуповы посвящали дому. Его построили всего за 2 года, к 1910-му. Красота здания и великолепие открывающихся видов было невозможно передать словами. Войти в усадьбу нужно было по деревянному мостику, перекинутому через речку Кокоску. Он являлся природной границей между дворцово-парковой усадьбой Юсуповых и деревней. Архитектор создал дом многоуровневым. За вспомогательными постройками неожиданно раскрывались главные и боковые фасады дворца. Этот прием он позаимствовал из мусульманской архитектуры. Перед глазами вырисовывались прекрасные асимметричные объемы дворца из белого известняка, над которым высилась видовая башня с обходной арочной галереей. В ней была столовая. Крыши видовой башни и всего здания были покрыты бирюзовой татарской черепицей, которую изготавливали крымские мастера, владевшие технологией, передававшейся из поколения в поколение. Романовы выезжали с Юсуповыми на Айпетре и в близлежащие живописные уголки охотились, любовались пейзажами, наслаждались благодатным крымским воздухом, затем возвращались в Кокозы на устроенный в честь августейшей семьи пикник. Впрочем, Юсуповы проводили время в Кокозах не только с августейшими особами. Осенью отец Феликса Юсупова, граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, очевидно отдавая дань и собственным восточным корням, и местному гостеприимству жителей, устраивал для близлежащих деревень главный мусульманский праздник – Курбан-Байрам. Резали баранов, пили-ели, проводили бесплатную лотерею для местных. Кроме того, на собственные средства граф Сумароков-Эльстон отреставрировал в деревне соборную мечеть. «Мы потеряли родину», – писал Феликс Юсупов в эмиграции. «Она есть, живет без нас, как жила и до нас. Шумят реки, зеленеют леса, цветут поля, и страшно, что для нас она уже недостижима, что мы для нее уже мертвецы, тени прошлого, какие-то забытые имена на могильных памятниках. А ведь мы еще живы. Если бы было можно тихо и незаметно в простом крестьянском платье пробраться туда и жить где-нибудь в деревне, какое было бы счастье, какая радость!»